Здравствуйте. Главная новость прошедшего BlizzCon — анонс предстоящего классического дополнения World of Warcraft The Burning Crusade. Не сказать, что это была неожиданность, БК ждали уже, наверное, со старта классики, и факт его выхода после ванилы был просто вне сомнений. Вообще, нынешний BlizzCon не сопровождался какими-то интригами, несмотря на то, что в этом году формат мероприятия проходил в онлайн-режиме по известным причинам, практически вся программа была уже известна задолго до показа. Мало того, что этап подготовки к BlizzCon регулярно сопровождался различными сливами, так еще и сами Близы якобы случайно опубликовали на сайте для прессы практически весь текст, который озвучила Холли Лонгдейл, представляя The Burning Crusade. Остается только гадать, действительно ли текст релиза по ошибке был выложен на официальный сайт, или в этот раз Blizzard решили перестраховаться. В памяти еще свежи фейлы с Diablo Immortal и с Warcraft Reforged, когда из-за недостатка инфы фанаты вылили на компанию тонну хейта. В этот раз разработчики, возможно, решили обойтись без сюрпризов, чтобы не получилось что-то вроде «мы ждали это, а вы нам это». И на удивление им это удалось. Я реально наблюдал позитивный настрой комьюнити, и, как мне показалось, все остались довольны новостями, представленными на открытии. Трансляция BlizzCon проводилась на нескольких платформах, в том числе на Твиче и на Ютубе. Но я выбрал ВКонтакте по причине того, что только там был перевод на русский язык. Но, к сожалению, второй день ВК не стримил. А ведь была тоже интересная часть мероприятия — вопросы и ответы. Мне все же удалось услышать для себя важный вопрос и ответ, о котором чуть позже. Перед стартом нас развлекала приятная музычка, периодически прерываемая рекламкой. Вот купите юбилейный набор сувениров. Потом на разогреве выступил Кристиан Нейрн со своими треками. Больше он, конечно, известен как Ходор из Игры Престолов. Я, кстати, не первый раз его замечаю в близовских движухах. До этого я видел Кристиана в клипе, посвященном открытию WoW Classic, а также слышал, что он озвучил одну из ролей в дополнении Warlords of Draenor. Кстати, его пригласили на открытие не случайно, поскольку в этот раз Blizzard решили открыто выразить толерантность радужному сообществу, что ярко продемонстрировал Джей Аллен Брэк, нынешний президент компании Blizzard, вышедший к нам в симпатичной разноцветной футболочке. Кстати, не только Кристиан был замечен в лице приглашенных гостей. Внезапно в одном из перерывов между спикерами оказалась Металлика, которые исполнили одну песню, тоже там в поддержку чего-то. Это было очень даже неожиданно. Я, конечно, уважаю этот коллектив, но вот к чему он был на BlizzCon, для меня непонятно. Естественно, кто делал рестрим на эту трансляцию и не успел вырубить звук, получили весомые предупреждения по авторским правам. Как я уже говорил, Burning Crusade анонсировал не сам Джей Аллен Брэк, не всем уже знакомый Ион Хазикостас, а, откровенно говоря, для меня мало знакомая фигура Холли Лонгдейл. Хотя в мире видеоигр это весьма весомая личность. Холли работал над созданием прародителя World of Warcraft, игрой, вдохновившей Blizzard на создание WoW — EverQuest. И, естественно, не случайно оказавшийся в команде по созданию Burning Crusade. Если честно, я даже рад, что нынешняя команда разработки классических версий World of Warcraft имеет таких олдовых сотрудников, у которых, возможно, сохранилось понимание того, какой мы должны увидеть обновленный ТБК, без дополнительно актуальной мишуры и с исправленными ошибками. Я говорю об ошибках, которые наверняка хотели исправить тогда, 15 лет назад, но по ряду причин это сделать не успели и перенесли в следующее дополнение. В этот раз разработчики свернут с принципа No Change и пойдут по пути здравого смысла. Об этом говорит хотя бы то, что паладинам дали сразу две печати. В оригинале у каждой фракции была уникальная печать, и, например, для Орды печать крови была отличительно сильнее печати возмездия. В новой версии изначально будет как было. Каждый паладин на 64-м получает свою печать, но уже на 70-м уровне паладины получают дополнительную печать конкурирующей фракции. Возможно, такой подход был сделан, чтобы хоть как-то сбалансировать фракции на сервере, потому что в новом дополнении игроки предпочтительно смотрят на Орду. По дате выхода, к сожалению, инфы не было. Была лишь такая размытая формулировка «скоро». Скоро бета-тест. Даже так, скоро продолжительный бета-тест. Что под этим скрывается, можно только гадать. Кстати, если вернуться к нашим сливам, то можно увидеть, что практически все прогнозы сбылись. По мгновенному апу до 58-го. Инфа подтвердилась.
по платному трансферу на классический сервер, чтобы сохранить свою ванильного перса и играть его же копией в БК. Тоже подтвердилось. Так что на предсказанную дату 4 мая вполне можно ориентироваться. Ну и что будет с текущими серверами и будут ли фреши? Как вы помните, Blizzard проводили такой опрос, где спрашивали пожелания игроков, и вот теперь уже можно точно сказать, что фрешей не будет. Но, проведя второй день в мониторинге вопросов и ответов, среди кучи трэшовых вопросов на типа «А будет ли баланс классов в БК?» или «Восстановит ли Blizzard Yggdrasil?» под конец прозвучал все-таки важный вопрос: а будут ли фреш-сервера классики? На что госпожа Холли Лангдейл ответила: нет. Пока в планах ничего подобного нет. Но, тем не менее, они эту возможность рассматривают в будущем. Ясно вам? Они думают. Значит, дверка в эту комнатку слегка приоткрыта. Но откроется она когда-нибудь или нет, это, как всегда, зависит от желаний игроков. А выглядеть новая схема будет так. После выхода прибэкашного патча игроки смогут выбрать путь для каждого из своих персонажей в WoW Classic. Перейти в эпоху Burning Crusade вместе с другими героями Орды и Альянса, оставшись в своем игровом мире, или продолжить приключения в WoW Classic на серверах классической эпохи, которые станут доступны с выходом дополнения. Сразу, после выхода этого обновления, игрокам будет предоставлена возможность выбрать либо WoW Classic, либо Burning Crusade в приложении Battle.net. Выбрав WoW Classic, вы перейдете в один из новых игровых миров классической эпохи с последующей версией контента для WoW Classic. На этих серверах не появится контент из БК и других дополнений. Говоря о других дополнениях, я предполагаю, что намекают на Лич в отдаленном будущем. В мирах Burning Crusade будут присутствовать все новые игровые системы Burning Crusade, включая расы эльфов крови и дренеев, которые станут доступны с выходом, опять же, того же самого прибэкашного патча. Вам нужно будет сделать выбор для каждого из ваших персонажей. Когда игрок впервые пытается войти в игру в одном из клиентов, используя определенного героя, его попросят подтвердить активацию персонажа в данной версии игры. Когда выбор будет сделан, копия персонажа в другом клиенте станет недоступна, если игрок не воспользуется платной услугой создания копии персонажа. Игроки, которым нравятся оба эти варианта, смогут создать копию каждого из своих персонажей в WoW Classic, воспользовавшись дополнительной платной услугой, которая позволит и героям перейти к версии Burning Crusade Classic, а их копиям продолжить приключения в игровом мире классической эпохи. Копии создаются из версии персонажа на момент выхода прибэкашного патча и не включает прогресс после этой даты. Это значит, что если вы продолжите играть за персонажа в WoW Classic еще несколько месяцев, накопите там голду, оденетесь и начнете играть за копию позже, она не будет отображать тот прогресс после даты создания копии. Ситуация с серверами будет развиваться следующим образом. Существующие сервера обновятся до Burning Crusade. Если вы захотите оценить весь новый контент для вашего персонажа, все останется без изменений, в том числе ваш игровой мир, гильдии и другие детали. Однако у вас будет доступ к Burning Crusade Classic, всем обновлениям этой версии. Если вы оставите персонажа в WoW Classic, то сможете играть за него в новом игровом мире классической эпохи. Эти миры будут доступны в новом игровом клиенте через приложение Battle.net. Друзья из мира, где вы играли раньше, окажутся на одном сервере с вами, если тоже выберут игровой мир классической эпохи. В любом случае, на каком сервере вы бы ни оказались, вы не потеряете свой список друзей. Названия серверов останутся одинаковыми для Burning Crusade и для WoW Classic, а игровые персонажи будут присутствовать в обоих типах миров в своем состоянии, предшествующем выходу обновления. Разумеется, картину будут дополнять различные инсайды, поэтому как только станет известно что-то новенькое, вы об этом сразу узнаете. Не забывайте о подписке на канал и до встречи!